Всем привет! Сегодня на моем столе клавиатура Oblique 60 от Bowla. И я определенно остался доволен этой клавиатурой. Oblique — это 60% доска, которая представляет из себя преемника клавиатуры, выпущенной совместно с Bowla и Synthetix OC62. В ней очень много схожих элементов, начиная от сайт-профиля, заканчивая общим строением. Но с уверенностью можно сказать, что к этой клавиатуре применен уже более свежий взгляд как дизайнера, поскольку она стала определенно более сдержанной в количестве излишних элементов, как по мне, вроде тех же гравировок на весе. И она приобрела, так сказать, узнаваемый облик. Начнем с дизайна и плавно перейдем к внутреннему строению. Дизайн клавиатуры с уверенностью можно назвать уникальным, поскольку я не так часто сталкиваюсь с клавиатурами, настолько объединенными идейно в своих элементах. Тут и вес сложной формы, и Cherry Lip, загнутый на углах, что создает общую картину того, как эта клавиатура выводилась. Благодаря этим решениям она имеет довольно грубый внешний вид, за что очень мне нравится. На передней грани сразу же бросается в глаза Cherry Lip, который крайне приятно выглядит на свету. Сайт-профиль имеет сим с фасками и небольшую арку, за счет которой виден вес клавиатуры. К слову о скруглениях, которых здесь минимальное количество. Их можно найти по периметру веса и на Cherry Lip. Все остальные грани сделаны фасками. Вот так вот, блин. Ножки распределены нестандартно, а находятся на углах веса под таким же наклоном, как и грани. И это определенно добавляет пару уровней эстетичности. В верхней части вес приятно примыкает к скосу и также имеет рубленную форму. В моем случае вес выполнен из меди с красным патинированием. Но скажу так, красный он только на фотографиях. В реальной жизни это скорее спекшаяся кровь. Как по мне, это выглядит очень необычно в разрезе с серебром. Вес имеет некоторые неровности и перепады цветов, но тут ничего не попишешь, так как он покрыт лаком. Мне он нравится в таком исполнении и даже с учетом этих неровностей и небольших дефектов. И да, на весе есть аккуратная надпись с названием клавиатуры, которая отлично вписывается в общий дизайн. Внутреннее строение. Во-первых, 4 байон болта и боковые точки для более равномерного прижима топа к боттому. И работает это отлично, поскольку металлических призвуков я вообще не обнаружил при пересборках. К слову, благодаря тому, как интегрирован байон болт, не нужны дополнительные элайменты. Соответственно, все стойки, которые здесь есть, крепления, они работают дополнительно как элайменты, то есть они встроены в шахту, так сказать. Маунт здесь довольно необычный, и это Isolation маунт на силиконовых полосочках. Если честно, он мне напоминает маунт на клавиатурах Giona, но все же это не оно. В топе и боттами есть отверстия, в которые нужно вдавить эти силиконовые полоски. И сам плейт тоже имеет особенность в виде лифспрингов, или я даже не знаю, как это можно по-другому назвать, но это, пожалуй, лифспринги. Ощущается он, не сказать, что очень мягко на алюминии, в то же время присутствует равномерный флекс, который мне не показался раздражающим. А я, не люблю флекс. И да, кстати, комплект здесь шикарный. Здесь 3 вида разных гаскетов, во-первых, на 30, на 60 и на 90. Отдельная коробка под кейс с клавиатурой и отдельная коробка с аксессуарами. То есть кейс максимально компактный, и это очень удобно. Из всех вариантов проставок мне больше всего понравился вариант на 60. Маунт на них не становится слишком дубовым, но в то же время поглощает удар, что дает равномерное звучание без призвуков. По углам клавиатуры расположены силиконовые элайменты, которые не дают сэндвичу гулять туда-сюда, и я считаю, что это отличное решение. Это длинные силиконовые пипки на двухстороннем скотче. Под них есть посадочные места, благодаря которым их легко разместить, и даже если что-то пойдет не так, в комплекте есть парочка запасных. С учетом маунта клавиатура имеет небольшой равномерный флекс. Клавиатура не ощущается батутом, но в то же время смягчает удар в боттом. Внутри клавиатуры есть углубление для наилучшего звучания. Кабель-канал на левой части, через отверстие, в которое виднеется вес. Рядом с ними находится логотип Bowla, и на этом было бы все, но я упомяну еще 6 винтов, на которые крепится вес. Я очень доволен винтами, которые используют STR. Ровно такие же винты на биосе, но другого размера, если я не ошибаюсь. И они мне очень нравятся, в этом плане это дополнительный дизайнерский элемент, поэтому STR молодцы, тоже. Боул, красавчик. Привет, мама, я в телевизоре.
Но есть в этой клавиатуре одна такая, небольшая проблемка. В первые 2 дня тестов я не смог определить причину странного поведения клавиатуры, когда я садился играть. Во-первых, нажатие на левую часть клавиатуры странным образом активировали несколько клавиш и просто сворачивали игру. В итоге я пришел к выводу, что дело в том, что плата где-то что-то задевает. А с учетом наличия у клавиатуры флекса и вырезав вокруг hot-swap сокетов, все встало на свои места. Оказалось, что пара сокетов незначительно касаются ботома при сильном нажатии. Решил я эту проблему довольно просто, пробросив изоляционный лист на ботом. В общем, да, это я к тому, что клавиатуры с флексом могут так делать, и это не очень приятно. Да и по заверениям самого Боула, эта проблема только на hot-swap плате, и она решается на самом деле проще, чем изоляционным листом, а просто проклеиванием в тех местах, где соприкасается сокет, листочек пластыря или еще чего-нибудь подобного. В целом, при использовании, простом использовании не как игрового аппарата, с такими проблемами вы точно не столкнетесь. В общем, Solder снова победил. I believe in Solder Supremacy. Ну, а теперь можно поговорить о билде клавиатуры. Плейтов в комплекте было 2, алюминий и поликарбонат, но поскольку я небольшой фанат клавиатур с ощутимым флексом, мой выбор пал на алюминий, который сюда отлично подошел. Кейкапы здесь Кейкобу Red Alert, которыми я остался не особо доволен. Нет, ну как, они приятные по ощущениям, по цветам, но молды для альф меня совсем не порадовали. Многие буквы неконсистентны, какие-то имеют острые углы на гранях, какие-то наоборот скруглены. Чего я никогда не видел на ГМК. Не знаю, как сейчас дела обстоят у Кейкоба, так как это не первой свежести сет, так что, если вы пользователь Кейкоба, напишите в комментариях, так как у меня есть пара сетов на примете, которые я бы хотел попробовать, но эта особенность мне не очень нравится. Переключатели, разумеется, Cherry MX Black с свапнутыми пружинами и фильмами, но прям сухие, совсем. Что касается стабилизаторов, это какие-то стабилизаторы, которые я... это V-Stupid стабы. Я, в общем, просто макнул скобу в Crytex, и на этом все. Поэтому пробел звучит здесь не супер круто, но, увы. Клавиатуру сложно назвать запредельно громкой, но звук отчетливый и чистый. Ощущается небольшая мягкость звучания в нижней точке, но вот знаете, она не звучит грубо, в ней нет каких-то ощутимых призвуков, и на черри ощущается более чем приятно. Также, будучи на клавиатурном метапе, мне довелось потрогать пару билдов облика на лонгпольных свечах. Разобрать, конечно, в плане звука это вообще дохлый номер, но оно также хорошо подходило к клавиатуре, что делает доску Боула действительно универсальной. Облик определенно можно назвать клавиатурой с изюминкой. Создается ощущение отполированного продукта, в котором все получилось. Ну, да, это, конечно, если вы не берете hot-swap плату и не играете в игры. Клавиатура отличная, и на этом, пожалуй, все. Спасибо, что посмотрели это видео, тыкните там лайк, если понравилось, ну и подписывайтесь на телегу. Пока!